Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу сегодня подарить вам замечательный ритуал «Львиная доля». Но прежде чем я вам подарю этот ритуал, я вам напомню, что я говорила, что я буду учить вас работать, просить, получать, обращаться к силам, которые не просто духи, да, и боги вселенские, но еще их посредники, и священные животные, священные души. Например, золотой телец. Я подарила вам ритуал с древнееврейскими словами, которые говорили еще во времена поклонения тельцу. Оживляющий быка называлось. Вы знаете, я хочу вам сказать, что мы делаем ритуалы, отпускаем ситуацию, забываем даже, что мы делали, когда мы делали. И оно начинает работать. Через некоторое время мы с удивлением вспоминаем, что на самом-то деле мы же ритуал делали, забыли. Точно, я же делала. Боже мой, оно сработало. То есть вот таким образом происходит это все. Вот золотой телец, который я показала вам, как делать ритуал с золотым тельцом. И через, скажем так, некоторое время я сама ощутила, потому что у меня был золотой телец, но не здесь. И через несколько лет я решила здесь тоже сделать этот ритуал, заодно вам подарить, ну и заказать золотого тельца домой, да. И через некоторое время я ощутила этот поток, который пришел после этого ритуала. Ну и приходит. Все эти атрибуты, все эти предметы силы, все эти предметы, которые мы оживляем, которые мы, скажем так, активизируем и так далее, они у нас находятся дома, и они не забывают то, что им сказано. То есть они свою функцию выполняют постоянно. Вот им дали определенную задачу тянуть в наш дом добро, имущество, и они тянут и тянут. Понимаете? Вот вы тратите на это, на то, и вы с удивлением начинаете понимать, что вам на все хватает денег. Вам хватает и на это, и на то. Раньше вы не могли себе это позволить, сейчас позволяете. И вот этот страх перед безденежьем исчезает, потому что вам все время непонятно каким-то волшебным образом действительно хватает на все денег. Это не просто так, это не случайность и не совпадение, поверьте. Это работают ритуалы, сказанные слова, сильные слова, они работают. Они постоянно крутятся и постоянно приносят вам прибыль. Итак, львы. Львы изображаются не только на гербах городов и стран, и государств, и царств, и династий. Львы изображались и на храмах древних богов. Со львами изображались божества. Например, Дурга сидит на льве. Лев – это не просто сила, это не просто мощь. Лев – это еще смекалка, хитрость, ум, царственность. Лев – это еще умение вести себя достойно. То есть царственный лев – он как символ храбрости, силы воли, выдержки. Ведь лев должен отвоевать себе прайд. Просто так лев не получает себе целый гарем самок. И вот эта выдержка льва, это борьба за место под солнцем. Это все говорит о том, что лев особое животное, особый зверь. И лев считался священным и для фортуны. То есть лев еще и любимый зверь фортуны. И ее часто изображали то ли верхом на льве, то ли лев золотой сопровождал ее. В древней армянской мифологии солнце было львом. Солнце было золотым львом. И бог солнца оседлал льва золотого. То есть разные версии. Именно поэтому по гороскопу львы, им покровительствует солнце. У многих ведьм, даже рожденных под разными знаками, есть какая-то некая доля львиного характера.
То есть это самоотверженность, сила, защита прайда, своего имущества, своей территории, своей жизни, не допускать никого до своей территории. И львы любят царствовать одни, понимаете? Вот этот львиный характер, это мое, я создала, я сильнее, я здесь хозяйка всего, понимаете? Это тоже отчасти характеризует сильных людей. Мы говорим львиная доля. Это означает большая часть, большой кусок. Самый большой кусок добычи. Когда самки ловят добычу, ну или лев сам, первым ест кто? Лев. И ест самую вкусную часть, самую такую питательную часть и большую часть добычи. Поэтому и называется львиная доля. Это издревле пришло это название. В Древней Ассирии мужчина считался уже достойным наследником своего отца только после того, как он приносил шкуру убитого им льва. Точно так же и было принято у народов Африки. Львы обитали и на Руси в древние времена. Во времена княгини Ольги писали о том, что вот где по Волжье, вот в этих диких степях Волги охотились на львов. Потом они исчезли. Исчезли, потому что и климат изменился, и люди стали слишком беспощадно их убивать. И они отошли в Африку. По всему миру были львы, но, к сожалению, сохранились они только на африканском континенте, потому что их истребляли. Царственный лев с такой богатой, красивой гривой. Люди, которым покровительствуют львы, тотем льва, это люди, которые достигают своего, держат это всю жизнь у себя. То есть это все сохраняется до конца их дней. И люди, которым снятся львы с детства, они становятся известны, но в зрелом возрасте. Вот мой тотем лев. И когда я интересовалась, почему мне снятся львы, почему все время львы, каждый второй сон лев, у меня из близких все знают, что лев. То они ласковые, то они рычат, предупреждают о чем-то. Так вот, потом, когда в зрелом возрасте я начала интересоваться, оказалось, что у меня род от парфян идет. А Парфия как раз одна из африканских стран, то есть близко к Африке, арабский вот полуостров, дальше, где Мидия, вот Багдад, вот в ту сторону была Парфия. Ну, на месте Персии, но чуть дальше. Может быть, и Пакистан современный обхватывал. И вот на гербе моего рода изображался лев. Поэтому я и взяла вот этого льва коронованного себе для своей личной печати. Итак, лев. Лучше вообще тотемные животные, лучше вот эти священные звери, которые посредники между людьми и богами. Это не просто звери, понимаете, это духи, силы, которые принимали облик определенный. Например, облик огненного льва. Лучше хранить дома, обращаться к ним иногда, совершать ритуалы и просить помощи. И поверьте мне, вы будете это получать. Вот в данный момент наш ритуал нацелен на то, чтобы вы в жизни получали львиную долю всего, что называется добром, благополучием, имуществом, богатством и так далее. Чтобы судьба вам давала не кусок, не маленький такой, знаете, скажем так, подачку маленькую, а львиную долю вам давала судьба того, что вы хотите. Желательно, если у вас будет статуя льва, извиняюсь, мне уже все запуталось 3 ночи. Льва. Желательно, если у вас будет статуя льва или изображение льва, было бы хорошо. Потому что вы все время будете совершать с этим изображением или статуей льва и хранить дома. И это будет определенный символ, пропитанный той энергией вашего колдовства, вашей магии, вашей просьбы, да, колдовства в лучшем понимании, потому что этот ритуал я дарю всем. А я дарю всем те ритуалы, за которые
вам расплаты не будет, потому что вы расплачиваете своей энергией или еще какими-то определенными, скажем так, откупами. Вот эти два льва мне подарили, серебряных льва. Этот лев из Греции подарен, этот лев подарен из Израиля. Красивые, я как-то показывала вам. Вот под ним еще вот эти подушки в лапках, видите? 925 проба, аргентум. Так. Вам нужно, значит, на стол постелить красную ткань, красная свеча, фигура льва или изображение льва желательно. Не обязательно, но желательно. Это усилит на много раз. Благовоние. Это фимиам. Подождите. Фимиам вообще окуривали из древних времен. Секунду. Поэтому мне так смешно, когда учат людей, как нужно изгонять злую силу, окуривая травы, фимиам, значит, как там, ладан. Очень смешно, потому что это все из ливанского кедра получали, и это все зажигалось и ставилось, и окуривалось в храмах точно так же и черных богов. Если бы это их запугивало, то они бы в древние времена не требовали в свои храмы вот такие благовония. Поэтому это, конечно, наивно звучит. Это все равно как льва запугивать палкой. Секунду. Вот так. Вот теперь он будет медленно, спокойно тлеть, и вот этот запах кедра будет распространяться по дому. Вам нужно взять деньги, желательно мелкие монеты. Можете взять деньги той страны, которые, где вы живете, и в каком номинале вы будете копить, да? Я, например, люблю работать с долларами. Хотя приходит мне деньгами, как ни странно, я делаю долларами, а приходит мне деньгами. Но у доллара, видимо, энергетика совпадает просто с моей энергией. Поэтому с долларами я работать люблю. Оно сразу начинает получаться. Это раз. Потом, те, которые новички на канале, вам нужно будет разменивать мелкие доллары. Мелкие, те, которые показывают ритуалы с большими деньгами по 5-10 тысяч, так кидают, это так показушники. Это люди, которые просто хотят показать, что у меня есть деньги, на самом деле. Но они понятия не имеют вообще о законах магии. Мелкие деньги идут в рост. По 5 тысяч, когда кидаешь, уже куда там расти? Расти уже некуда. Все. Может быть, придет какая-то сумма, но она не будет расти. А вот когда мы делаем на мелкие деньги, да, мы показываем, как бы деньги идут в рост. Далее. Вот вам нужны мелкие деньги той страны или те купюры, которые вам ближе. То есть в чем вы копите или в чем вы обычно делаете ритуалы, с какими купюрами. Далее. Вам нужно расположить украшения. Вы должны создать такую атмосферу шика, блеска, богатства, красоты, денег, понимаете, почитание богов, благовоние, свеча, фигура льва. Не обязательно, чтобы она была из серебра, это не обязательно. Но желательно, чтобы это был или металлический лев, или из искусственного камня. Точно не пластмассовый лев. Вот это не пойдет, потому что пластмасса тут вообще... Забудьте про пластмассу в этих ритуалах. В любых ритуалах про неестественные материалы забудьте. Украшения у вас должны быть драгоценные камни, полудрагоценные камни, золото, серебро, белое золото и так далее. Но не простые, не бижутерия однозначно. Потому что бижутерии мы не зовем ничего. Бижутерии нету той энергии, которая может помочь вам в ритуале. Итак, расположили. Давайте еще раз. Угу. Все, горит. Так,
И начинаем. Итак, дорогие друзья, когда у вас начнется период такой хороший, скажем так, ну, после этого ритуала, если у вас начнется такой период удачливый, да, в деньгах, в делах, потому что это не только деньги, это еще и партнерские отношения, это еще и может быть и любовь, все что угодно, потому что львиная доля удачи, это для каждого удача своя. Когда у вас получится, купите большой кусок мяса, ну вот прям, я не знаю, грамм 300-400, желательно хорошего мяса с кровью. И желательно, чтобы это была говядина. Ни курица, ничто не подойдет. Мясо, свежее мясо с кровью. Ну, не так, чтобы кровь прям капала, но чтобы это было свежее мясо. Отнесите где-нибудь под дерево, оставляйте и говорите: льву мясо, а мне львиную долю. Чтобы это дальше продолжалось, откупайтесь иногда от силы льва, от духа льва, который вы призываете. Я помню, когда я призывала дух Росомахи и делала человеку, вы не представляете, с какой, знаете, с какой смелостью этот человек добилась того, что хотела. В ней действительно это проснулось нечто абсолютно бесстрашное, и она пошла и добилась своего. А до этого даже боялась вообще заходить в эти кабинеты. Так что в этом случае тоже дух льва будет вам помогать. Но вы должны будете почитать эти силы и благодарить. Не забывайте об этом. Они вам дают, а вы им говорите спасибо. Так, сейчас, секунду. Угу. Значит так, первую часть читаем 3 раза. Вторую часть читаем 6 раз. Начнем. Я обращаюсь к Владыке Небес. О, Отец богов, пошли мне в сей час душу вселенского солнечного льва, огненного льва, рыцаря миров. О, лев огнегривый, душа космической воли. Рык твой могучий изгоняет зло, сила львиная дарует добро, богатство и славу. О, лев огнегривый, охотник вселенский и властная сила, неси мне удачу, богатство и честь, имущество, есть, будет и приумножится. Моя просьба к златогривому льву услышится и исполнится. Это читать 3 раза, а вот это читать 6 раз. Златогривый, огнегривый лев, вселенская мощь, ты явился, чтобы мне помочь. Я желаю получить львиную долю вселенской удачи, львиную долю и счастья в придачу. Дай мне, вселенная, долю огненного льва. Пусть обо мне идет добрая молва. Да получу я львиную долю славы, удачи, богатства и фарта. Желаю и получаю львиную долю вселенского добра, львиную долю славы, львиную долю услады, львиную долю удачи, львиную долю фартовой судьбы. Кому кусок, а кому полкуска, а мне львиную долю добра. Да будет всегда, как я скажу. Услышь меня, златогривый лев, услышь меня, лев вселенский, и исполни. Мой дом добром наполни. Ты в саванне царь и повелитель, а я в жизни царь и победитель. И доля моя царская во всем. Заклинаю, что хочу, то получаю. Так есть, так будет, навеки вечные. Истинно. Даже не представляете, какая сильная вещь львиная доля. Когда попробуете, сами увидите. Ну, как всегда, как обычно. И пока у меня есть сила, пока властвует на небе Юпитер, я буду снимать вам ритуалы и дарить.
А вот когда придет Сатурн, моя сила немножко приутихнет, я буду отдыхать, только заниматься делами. Так что пользуйтесь, пока я добрая. Всем удачи!